Привет, друзья! Впереди близится череда праздников, 8 марта, 23 февраля. Все это повод для того, чтобы очередной раз накрыть вкусный, хороший стол. Сегодня я вам покажу, как я вкусно готовлю говяжий язык. На самом деле в приготовлении вкусного говяжьего языка нет никаких трудностей, я придерживаюсь только нескольких принципов, о которых вам расскажу в течение видео. И первый и основной – это то же самое, что я придерживаюсь при варке бульона. Если мы хотим получить вкусный бульон, мы кладем мясо в холодную воду, чтобы оно лучше отдавало свои вкусы и ароматы в саму воду. Если мы хотим сохранить вкус самого мяса более насыщенным и ярким, то мы закладываем его вариться уже в кипящую воду. Поэтому первым делом мы кипятим воду, отправляем туда соль, лавровый лист, перец, морковку, лук. Можно зелень добавить, как вы хотите, и ждем, чтобы вода закипела. Посолить нужно хорошо, чтобы язык просолился во время варки. Я добавляю еще немного сахарного песка. Перец горошком, лавровый лист, одну луковицу и одну морковку. Что же касается самого говяжьего языка, то главное самое, чтобы он был чистым, то есть хорошенько его помойте, потрите, если нужно, и подровняйте, чтобы ничего нигде не болталось. То есть хороший, аккуратный, ровный кусок изначально даст вам в конце также хороший вариант для нарезки. Вода у нас закипела, и мы можем отправлять туда вариться наш говяжий язык. Если в дальнейшем вы планируете использовать этот бульон для приготовления каких-то других блюд, например, для супов, для солянки, для рассольника, то, конечно, лучше убирать пену, следить за тем, чтобы бульон оставался чистым. Но если вы готовите язык ради того, чтобы приготовить язык, то эти мелочи можно опустить. Сейчас на среднем огне с медленным кипением оставляем под закрытой крышкой наш язык вариться на 2-2,5 часа, для того, чтобы он остался сочным, вкусным, упругим и не превратился в тушенку. То есть нам надо не переварить его. И нам остается только ждать. Ну что, друзья, язык варился 2,5 часа. Посмотрите, какой красавец. Даже бульон выглядит аппетитно. И вот здесь следующее мое главное правило в приготовлении языка. Я оставляю его остывать в том же бульоне, в котором он варился. Остывать я его оставляю для того, что в твердом состоянии он хороший для того, чтобы его нарезать. Если резать его сейчас, то он будет рыхлый, мягкий, у вас не получится красивых, аккуратных кусочков. Но когда он выстоится и остынет, это будет поистине деликатес. И также холодным он немножко ужимается, и верхнюю шкурку с языка будет почистить достаточно легко. Поэтому сейчас не заставляем себя, не мучаемся, оставляем его остывать. Я оставлю его на ночь, я думаю, за 12 часов он полностью остынет. И завтра продолжим приготовление. Ну что, друзья, новый день. Язык остыл, остудился, я его почистил. Посмотрите, какие красавцы упругие. Вот такие вот шикарные языки. Я их чуть-чуть буквально прохожу сверху ножом, почищаю, потому что когда снимаешь шкурку, остаются пупырышки. Ну, для эстетичности мне не очень нравится, поэтому я люблю их срезать. Если хотите, можете их оставить. Вот такие, видите, он не разваливается, он прям как полноценное колбасное изделие держится. И именно в таком состоянии удобнее всего и правильнее всего нарезать язык. Посмотрите, как тонко это можно сделать. Какой хороший на разрезе, прям мраморный. Теперь его ножом можно прям тоненько-тоненько нарезать. Запах обалденный. Конечно, язык вкусный сам по себе, как деликатес. Мне кажется, я не знаю, нежнее мяса, чем просто хороший, отваренный, вкусный говяжий язык. Но, тем не менее, впереди, опять же, череда праздников. Может быть, захочется что-то красивое поставить на стол. Поэтому давайте быстренько приготовим из языка закуску. Так как у меня всего 6 кусочков, то я сделаю немного. К сливочному сыру я добавляю 2 чайные ложки хрена и перемешиваю их. Раскладываем язык и выкладываем на него немного нашей сливочной начинки. Теперь берем маринованный огурчик. Нарезаем его на половинки. И аккуратно закручиваем язык в рулетик.
Только представьте, само мясо языка очень нежное, внутри такой сливочный крем с легкой остринкой от хрена, и в конце, когда раскусываешь, выплескивается соленый маринованный огурчик. Это очень вкусно. Хочется сразу еще одну съесть. Ну а так, конечно, вы можете использовать язык так, как вам нравится. Хотите, приготовьте с ним оливье или просто красивую мясную тарелку. А у меня на этом все, друзья. Буду благодарен, если вы поставите этому видео лайк, напишите комментарий и поделитесь рецептом с вашими друзьями. Вы очень помогаете нам в развитии канала. До скорых встреч, друзья. Пока-пока.